Столовая на базе морской пехоты в Кэмп-Лежон, Северная Каролина, США, шумела как обычно, когда в очередь вошла хрупкая женщина в спортивной одежде. Ее звали Кристина Шарп. Она выглядела как обычная гражданская, зашедшая перекусить перед закрытием. Но едва она заняла место в очереди, путь ей перегородил высокий морпех, сержант Майкл Венс, вернувшийся с полигона. Он презрительно велел ей убираться, толкнул плечом и заявил, что здесь кормят только тех, кто работает, а не случайных жен офицеров. За его спиной стояли два молодых капрала, смущенно наблюдая за сценой. Кристина не дрогнула. Она спокойно объяснила, что столовая открыта для всех до 13 часов ровно, и сейчас всего 12 часов 45 минут. Это еще больше разозлило Венса. Он продолжал грубить, оттесняя ее от раздачи. Но женщина стояла твердо, словно укоренившись в пол. В какой-то момент он замахнулся подносом и снова попытался вытолкнуть ее прочь, но Кристина не шелохнулась. Она лишь предупредила его тихим, но ледяным голосом. «Сержант, еще одно неверное действие, и последствия будут для вас неприятными». Молодой капрал Диас, наблюдавший издалека, вдруг узнал женщину. Ему вспомнилась фотография из недавнего инструктажа. Новый заместитель командующего базой, генерал-майор Кристин Шарп, легенда корпуса, ветеран боевых действий в Афганистане. Диас побледнел, бросил поднос и выбежал из столовой, чтобы немедленно вызвать руководство. Тем временем Венс, не осознавая, кто стоит перед ним, схватил женщину за плечо. Кристина ловким движением освободилась, не нанеся удар, но больно вывернув ему кисть. Чистая техника самообороны. Он взревел о нападении на федерального офицера, и в этот момент двери столовой распахнулись. Внутрь стремительно вошли командир батальона, сержант-майор и группа старших офицеров. Они резко остановились прямо перед Кристиной, одновременно отдав ей честь. В столовой наступила тишина. Венс побледнел, наконец понимая, что произошло. Кристина спокойно представилась. Генерал-майор Кристин Шарп. Завтра я принимаю командование базой. А сегодня я просто хотела пообедать. Затем она повернулась к Венсу и твердо сказала, чтобы слышали все. Ваше поведение – пример того, как нельзя использовать власть. Звание не дает права унижать людей. Настоящий воин защищает слабого, а не давит его. Сержант-майору она поручила назначить Венсу дополнительную дисциплинарную подготовку и временную работу в столовой, чтобы было время подумать о командных ценностях корпуса. 3 недели спустя, когда Венс заканчивал свое наказание, генерал Шарп снова пришла в столовую. На этот раз в парадной форме. Он испуганно вытянулся по стойке смирно. Но Кристина лишь сказала: «Лидерство начинается со служения. Запомните это». Она положила ему на стол старую командирскую монету своего подразделения, как напоминание о том, кем должен быть настоящий морской пехотинец. Когда она ушла, Венс впервые почувствовал не злость и не стыд, а благодарность. Он понял урок. А в столовой новые морпехи увидели, что силу определяет не громкость крика и не звание, а характер.